привет, на канале Loud Sound. Тёма меня чуть не убил сейчас в Хаммере, пока мы ехали сюда, поэтому я буду тупить. Ты меня все-таки убить решил, да? У нас сегодня на обзоре машина не наша, даже не из нашего города и даже не из нашей области. Это Ставропольский край, несмотря на краснодарские номера. У нас немного ветрено, я сразу прошу прощения за качество звука, но я использую новейшую систему ветрозащиты. Вот сюда под куртку микрофон спрятал. По идее нормально должно быть. Итак, у нас тачка сегодня из Ставропольского края, город изобильный. Собрали ребята сами, они же сегодня сюда и приехали. И я, если честно, думаю, наверное, мы будем снимать самые интересные проекты ваши, наших подписчиков, там просто энтузиастов. Присылайте ваши тачки на обзор, e-mail я укажу под видео. Самые интересные мы будем снимать, показывать. То есть у вас теперь будет возможность, чтобы о вашей машине узнала практически вся Россия, все любители автозвука. Итак, у нас сегодня Калина Спорт. Ребята сегодня здесь, Тёма, покажи вот их. Это вот. И вот еще спрятался. Виталик, да? Виталик спрятался, он самый скромный. Наверное, больше всех дел в этой машине, наверное. Вот, сейчас мы ознакомимся с машиной. Интересно тут что? Это повседнев, без ущерба для салона практически. Давлением 145-147 дБ, не боевая тачка. Ну, для прослушки очень даже достойное давление. И очень интересно сделаны обшивки дверей. Сейчас мы посмотрим поближе. Я думаю, Васе буду задавать вопросы. Он будет на них отвечать. У нас очень плохая погода, поэтому я предлагаю сесть внутрь и посмотреть, что внутри. Внутри у нас сразу бросаются в глаза вот такие обшивки, очень оригинально сделаны, с акустической тканью. Это разные динамики сверху и снизу. 2014 года машина, ты новую, да, ее покупал? 12, то есть 4 года ей. Да. И когда аудиосистему собрали? Вот в июле этого года. Это вот вы уже перетягивали или это как завод остался? Это вот осталось завод. Это все завод, да? Вот это все завод осталось. Ага. А все остальное все уже переделано. Динамики у нас стоят 3 штуки NM5 Ганнибал и 3 штуки NM6 в каждой двери. И вот очень интересное решение с твитерами P-Audio 413. Многие знают, какого они размера, какой формы. Это измененная форма, их сделали круглыми и вот так вот облагородили. А чем это покрыли? Пленка, алмазная крошка, черная. Это прям, ну просто взяли, вырезали так аккуратненько. Выглядит реально... Ну, прям поверх наклеили, да, и по кантику обрезали, все аккуратно. Ну, выглядит как завод, очень красиво. Начнем с трешака. Тут не вся аудиосистема доделана, ребята об этом предупредили. Тут вот у нас есть немножечко антиавтозвука. Это что, будет доделываться? Да, 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 это мы так обтянули, там просто очень много щелей, дырок там и все тому подобное. Все бегом, потому что все еще в разработках, все в планах. Ну тут заставочка у нас вот такая интересненькая, усилитель в разгоне. Да, экран тач, но если сильно нажать, можно... Напоминается, да, это мягкий, можно как подобие iPhone 6. Как Буратино пробить дырку в холсте Папы Карла. Вот, поэтому ну, это временно. И в принципе вот из трешака все. Остальное все в аудиосистеме сделано очень аккуратно, красиво. И сейчас мы по порядку начнем с головного устройства. Головное устройство 80-й Пионер. Один из наших любимых. Лучшее, что сейчас можно купить в соотношении цена-качество. У него 3 цифра аналоговых преобразователя, временные задержки и очень полноценный развитый кроссовер. Давайте посмотрим, что у ребят сделано с настройками. Сабвуфер стандартно, наверное, 63, да? Да. А вот миды, наверное, не доигрывают, я бы сказал. Я уже посмотрел, я вам честно скажу. 250 Гц порезано. И получается мидбаса у нас здесь как такового нет. Такая чистая оралка. Вы из Ставрополя. Ну да. Для вас это абсолютно нормально. Когда стоит такая настройка, что вы понимали, вот в этом месте на 250 герцах идет спад, и ниже аудиосистема уже ничего не воспроизводит. Здесь подхватывает сабвуфер, но ни один сабвуфер от 60 до 250 вам нормально ничего не сыграет. Поэтому вот имеем небольшой провал по вот этой частоте. Ну, как я уже сказал, это Ставрополь стайл. Зато здесь громкость кратно выше, чем в системах, которые вот мы вытаскиваем мидбас сильно. И до верха они доигрывают, получается у нас серединки до 6,3 кГц. И дальше подхватывают пищи на
На 6,3. Ну, поверху у нас провал. Не то, что провала не должно быть, я думаю, здесь даже перебор. Смысл в том, что NM6 динамики, они очень высоко играют. NM5, ну и NM6 и NM5, они очень высокоиграющие. Могут доигрывать вплоть до 12 кГц. Даже можно, когда пищалки горят, я слушал такие динамики без пищалок, в принципе, достаточно комфортно. Как дверь открывается, сразу возник вопрос, да, у всех. Здесь кнопка, прям в ручке, очень удобно. Получается, руку засовываешь в вот это место и мизинцем нажимаешь, дверь отлично открывается. Дверь тяжелая, очень тяжелая. Да, если не ловить, она вот так вот достаточно жестко падает, поэтому лучше придерживать. Итак, у нас очень аккуратный салон, Калина Спорт. Это родные, да, сидушки? У нас недавно было на обзоре Калина Спорт, в принципе, практически то же самое. Очень радует, что русские начали делать хотя бы сиденья, да? Огромный респект за вольтметры сразу же. Вольтметра у нас два. Один, я так понимаю, под капот. Капот, а другой с Моника. Отлично. Вот это вот самое лучшее решение, что можно придумать. Вы видите и просадку на проводе, если она есть, и если что-то произойдет у вас, да, например, откажет генератор или там где-то у вас оборвется в цепи что-то, вы увидите разность вольтажей и сразу поймете, что что-то не так. Вот. В идеале эти цифры должны быть одинаковые, но, как показывает практика, под капот, Да, вот брешет. под капот будет чуть больше, да? Почему брешет? Здесь просто полоска. А. Короче, вот это надо поменять его. Ну я понял. Салон у нас остался полноценный абсолютно. Это кубки, да, вы взяли? Да. Ну, там разница. Вот кто проводит вот эти соревнования, ребята, сразу. Сейчас мы затроллим. Затроллим. Ну, понятно. Посмотрите размер кубка. Вот, к организаторам вопрос. Делайте нормальные, пожалуйста, ребята. Так, это вот дебидраг, да, видимо? Да. Третье место в стрит А. И На МТ. АМТ. Это вот в этом году уже в Ростове. Так, ну, собственно, я показать хотел, что салон полноценный, сзади можно ездить, и даже вот ребята приехали. И, собственно, давай багажник посмотрим. А мы поднять короб сможем, да, показать, что под ним? DevBonds 315 расположился в багажнике. Короб с щелевым фазоинвертором, не боевой. Я бы сказал, повседнев. Ну, сейчас какие-нибудь люди в кредитных Шкодах, Октавиях скажут, что какой нахуй повседнев, вы ебаты. Да, багажника нет. А это чем вы рисовали? Как? Трафарет какой-то? Что-то трафаретом, что-то дорисовывали так уже. Но это еще не все, у нас здесь динамики сзади. NM6, да, тут стоит? А, здесь NM5 и еще два твиттера P-Audio 413. Но это еще не все. Здесь есть подсветка. Очень красивая. И здесь. И лазеры. Оп и оп. Чтобы вы понимали, лазеры светят очень далеко. Я сейчас отойду. Вот. Это сейчас где? Ну, сейчас светло еще. Их видно даже вот на таком расстоянии. Огонь. Ну, то есть ночью, если включить, полноценная дискотека, да, получается? Вообще кайф. Посмотри, вообще огонь. А сколько эти штучки стоят? Они-то недорогие, по 1000 с лишним. Soundline это что, у вас так ателье называется или просто команда? Но вы делаете музыку? Да, Делаем, ставим обшивки, лепим, все сами. Сейчас скажут реклама, слышь? Скажут реклама. На тебя точка как снайпер целится, отвечаю. Посмотри, подожди. Короче, ладно, давай, едь. Приедешь, так. Смотри, Давай. в тебя как будто будет снайпер Да, целиться. блядь, в глаза попадает, аж светит. Так, поднимаем. И что мы видим? Мы здесь видим достаточно добротное охлаждение. Сразу бросается в глаза. Охлаждение дополнительное на усел, да, прикрутили? На клипсах. Ой, как хорошо, тепло. И по аудиосистеме здесь угадывается ставропольский стиль. Очень много было усилителей. Гладен, Маскони. Да, это пошло из Car-Audio, да, от братьев Харченко еще издавна. Вот они заразили, как всех вот итальянско-немецким вот этим вот звуком. Так оно есть. Здесь у нас стоит EOS. Это на что? На твиттеры? Да, на твиттере, на двери. Вот этот NM5, NM6. NM5, это NM6, а это назад, да? Да, багажник. А он 124, да? Это сюда. Ну, еще раз, кто не понял, вот этот усилитель у нас качает тыл. Вот этот твиттеры, этот NM5, этот NM6. И SCAR 2500 установлен, качается буфер DevBonds. Сколько ему подключено?
0,35. 0,35. И как? Прекрасно. Повседневно. Долго слушали? Целый Второй день. день на свадьбе озвучили. Да. Целый день мы угоняли. Слышь, я завис что-то, смотри, как красиво. Они с пультами совсем будут. Два штуки. Чтоб звуком убивало, да, еще и глаза убивало. И по периметру. На этой стене все, на все. Тёма, ты знаешь, сколько они стоят? 1000. Надо брать. Вот такая, собственно, аудиосистема. Нам, наверное, сейчас еще... А, еще что-то есть? Ну, под полом. Так, еще в этот пол поднимается, и у нас здесь XS Power 4800. Шина медная. А это что? Где? Это просто площадки, да, так Это сделано? площадки, это предохранители, все. И Stinger это 1700 или 500? Это 1500, да. Да, 1700, по-моему, 40. Не, вот Все то же самое, каркасы, все. Вот смотрите, вот этот аккумулятор стоит как, не знаю, семерку купить 2002 года. Машина. Вот этот аккумулятор. И еще одна вот этот аккумулятор. Обратите внимание, что проводка у нас в кабель-канал. Я первый раз такое вижу, если Ну, честно. в смысле, по полу как ее еще? Ну, опустите, Интересно. как оно. Получается, у нас пол раз и сверху ящик 2. Металлический профиль, это вы уже варили, да, сами? Все варено. Сидеть удобно, сразу снял все. Провода откусил. И под капотом, мы обычно с под капота начинаем. Сегодня закончим. Тут мы видим аккумулятор Duracell, очень редкий. Ну, в Ставрополе не такой уж и редкий. А их уже нет, кстати. Ну да, раньше мода была на них большая. Хороший аккум и очень недорогой. И дистрибутор питания самодельный, преды. 0,70 квадратов Shock Industries, очень толстый. Вот посмотрите, очень толстый кабель. Идет назад по одной, да, протяжке, один плюс, Да, один да. минус. Давайте теперь включим и послушаем. Так, слушать будем Сокой Саяна We Are Free Now. Это он сделал специально для Loud Sound трек. Огромное ему спасибо. Без авторских прав. Надеюсь, что он в скором времени сделает нам еще треков на прослушку. Вот я теперь могу включать и не бояться, что YouTube забанит нам этот трек. It's a little bit late to try and find out, but it's somewhere it's great, it's free now. It seems that we are running out of time, but it's time to let our story go further. You stay inside me, and I promise you find me. You stay inside me. Just breathe, catch the moment to your back. Once you can choose the next one. Blue dreams, breathe those. Catch the moment to your back. Once you can choose the next one. You will stay inside me. You will stay inside.
пердит музыка вдруг для кого-то, если кто-то еще не знает. Пердит она не тут, это просто микрофон не может записать такой громкий звук. Вот, но издалека хоть что-то получается. Похоже, у вас есть представление, как играет автомобиль. Играет он громко. И сейчас мы включим басуху. Послушаем, как играет бас. Здесь вы вообще не надеетесь услышать бас нормально. Здесь будет сейчас чистый, чистокровный ставропольский пердеж. Ну нормально, но надо пилить, да, Тём? Можно пониже сделать и будет тачку разрывать. Ну плюс, короче, с питанием, я думаю, надо добавить бы. Гена какой стоит? 20-й. А быть? Итак, выводы. Ни хрена себе, какая иллюминация. Выводы по аудиосистеме порадовало, но есть что улучшать. Да, по басу у нас потенциал не раскрыт, я считаю. Можно добавить еще один моноблок. Будет добавляться. Этому самому мало, 2500. Ну и по питанию тут обычный, да, Гена стоит? 115 заводской. 115, люксовая приора, да, которая? Затэ, которая, да, люксовая. Ну вот если добавить чуть-чуть питалова и еще один моноблок, конечно, тут рвать будет тачку. Ну и так вот для повседнева достаточно круто. И для вот этого фронта. Сейчас без как бы переизбытка баса, в принципе, гармоничная аудиосистема звучит, но бас можно добавлять. Ну вот это вот Ставрополье я узнаю. Погромче спереди, тише сзади, так исторически сложилось. Ну в Ставрополе тоже есть, конечно, громкие тачки и по басу. Ну так вот и изначально было еще, когда я там с Виталиком Сденом в Страдивари познакомился. В Ростове была басуха, но не было фронтов. В Ставрополе были фронты, но басуха всегда чуть-чуть отставала. Ну, так в целом очень крутая аудиосистема. Вася, спасибо, что припилил с изобильного. Вот, наверное, сделаем такую рубрику, почему нет. Мне изначально какой-то друг твой написал, говорит, сколько стоит обзор снять. Я говорю, мы за обзоры... Мы за обзоры деньги не берем, вот. Ну, спросил сразу, может, реклама какая-то. Нет, говорят, просто тачку кайф показать. Хотите показать вашу тачку, присылайте описание аудиосистемы, полностью все компоненты, фотки. Если есть видео там какое-нибудь короткое, я e-mail специально сейчас создам, укажу под видео. Вот, показывайте ваши аудиосистемы. Не, у нас были раньше и вот с Армавира, нам Арма-аудио приезжала, ну там на переделку обычно, как бы просто так получалось, что мы снимаем обзоры, не специально. Вася вот именно сам проявил инициативу, говорит, хочу показать свою тачку, за что ему огромное спасибо. Все, Васек, спасибо, что приехали. Вы сами знаете, что делать, там подписывайтесь, все, нажимайте лайки и все такое. Все, это был Loud Sound, всем пока, живите громко.